Всем привет, вы на канале Польза.нет, и мы, можно сказать, что сейчас снимаем со стройки в Мурино. Самое главное, что вы должны уяснить. Первое, эта локация уже не первый раз на канале, и она будет много раз. Почему? Чтобы вы могли сравнить картинку и звук. Этот телефон стоит 7000 рублей, снимается прямо на него. Это Samsung A12. Из Samsung'ов я еще приобрел A22 и еще несколько моделей, о которых вы узнаете в перспективе в роликах. И его бы я сходу хотел для вас сравнить с Redmi 9A. Очень многие скажут, что Redmi умирали. Очень многие скажут, что, возможно, у Redmi какие-то проблемы. Но спойлер, если вы в магазине возьмете два этих смартфона и хотя бы полистаете меню, желание купить Samsung у вас отпадет напрочь. А после этого эпичного входа еще раз второй. Напоминаю, что микрофоны данного телефона работают сейчас. Я стою около здания. Холодно, ветер не сильно задувает. Освещение примерно на процентов, наверное, 60 от того, что обычно. Потому что это под Петербургом, это зима, это вечная пасмурность. Так что картинка не должна быть хорошей. Когда телефон стоит на сейле в районе 7000, я не думаю, что вопрос как раз о том, стоит ли он своих денег. 7000 он стоит. Вопрос остается только в том, какой из телефонов в районе десятки лучший. Топ, кстати, будет в перспективе на канале. Не забываем подписываться с колоколом, писать в комментариях, что еще купить для обзора. И теперь к обзору. Всем привет, еще раз, меня зовут Саня, канал Польза.нет, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны, постоянный, это, конечно, 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео разыгрываются ежемесячно 30 числа. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о смартфоне Samsung Galaxy A12. Полетели. На руках у меня глобальная версия данного устройства. Начнем мы, конечно же, с распаковки. Коробка пришла целая, оформление обычное, изготовлено из белого плотного картона с изображением смартфона и некоторым количеством спеков. Комплектация состоит из смартфона, блока питания на 15 Вт с европейской вилкой, кабеля для зарядки, USB Type-C, скрепки и руководство пользователя. Коробка, как вы увидели, максимальный лоу-кост. К сожалению, бонусом в виде защитной пленки чехла нас не порадовали. Самсунги вообще ни с чем его из лоу-коста не кладут. Запах клея при вскрытии коробки присутствовал, но не сильный. Летим дальше. В продаже есть две модификации данного смартфона, и главное отличие заключается в процессоре, а именно с номером 125 на Медиатеке и 127 на Exynos. А на выбор по цвету корпуса у нас есть три цвета: синий, черный и красный. Материал корпуса пластик, тактильно приятный, из тыльной части имеет рельефную структуру, из-за которой из рук телефон не выскальзывает, и радует, что в целом корпус не пачкается. Размеры девайса составляют 164 на 75 мм и 10,2 мм в ширину вместе с камерами и 8,9 мм без блока камер, а весит устройство 205 граммов, прилично так, как iPhone 13 Pro. Дизайн простой и лаконичный, при этом, если смотреть с лицевой части на смартфон, он очень напоминает Redmi 9A, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. На корпусе расположена кнопка питания с встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, два микрофона, слот на 2 сим-карты плюс SD, разъем под мини-джек, разъем для зарядки Type-C и два динамика, основной и разговорный. Звучание в данном смартфоне моно и Dolby Atmos залочен. Кнопка блокировки статично установлена, а качели регулировки громкости прилично-таки люфтит. Летим дальше. С лицевой части расположен, разумеется, дисплей на 6,5 дюймов PLC TFT LCD с разрешением 720 на 1600 точек. А что вы хотели с лоу-коста? Экран абсолютно плоский, плотность пикселей 300 dpi или 269 ppi по Antutu. Да, пиксели видны. На солнце все видно в пределах нормы, но только если смотреть на экран прямо, так как под разными углами он сильно темнит. Частота обновления экрана, разумеется, 60 Гц, хоть и производитель не предоставил данной информации, это логично. Все вполне видно и ощутимо при использовании. Автояркость при смене освещения с темного на яркое работает заторможенно и долго думает, прежде чем перестроиться. Мультитач берет только 5 пальцев, когда 9A берет все 10. Может быть, мне не повезло с самим смартфоном, но вот так. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев и распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев работает стабильно хорошо. Распознавание лица перед сканированием ваших данных спрашивает, носите ли вы очки, чтобы отсканировать вас с вами или без них. Я отсканировал лицо без очков, но надел их при разблокировке устройства. И все-таки смарт все равно меня узнал. Redmi 9A можно разблокировать только с помощью распознавания лица, что не всегда удобно, кстати. Рамки вокруг экрана заметны, а подбородок на дне довольно значительный. Летим дальше.
Процессор установлен у меня конкретно Exynos 850 с техпроцессом 8 нанометров с 8 ядрами. Его максимальная тактовая частота равна 2 ГГц. Графический процессор Mali G52 по AIDE, интерфейс девайса на основе Android 11, оперативная память LPDDR4X, доступна исключительно 4 ГБ. Внутренней памяти доступно на выбор 32, 64 и 128. Расширить ее SD-картой можно до 1 терабайта. На борту Wi-Fi однополосный на 2,4 ГГц, никакого, конечно, шестого Wi-Fi здесь нет. Сеть мобильную ловит отлично, бенды 7 и 20 есть, поддержка Google сервисов, как всегда из коробки. Вибромоторчик неплохой, но можно настроить только уровень тактильной отдачи для нажатия. Опять же, неплохой для этой цены. Bluetooth версии 5.0, NFC поддерживает и Google Pay встает. Когда у Redmi 9A поддержки данных функций нет в принципе. Но повторяюсь, Redmi 9A стоил 6000 рублей, когда я его покупал, а реально было купить и за 4,5 во время Черной пятницы с крейзи промокодами. Из навигации имеется GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. GPS-тест на холодную показывает точность до 1 метра в городских условиях среди высоток, и это хорошо. Емкость аккумулятора равна 5000 мАч. Результаты PC-марка вы видите на экране. Осталось еще 20%, что неплохой результат, и тест я проводил при максимальной яркости. Заряжается он с 0 до 34% от родного адаптера питания за 48 минут, до 80% зарядился за 1 час 50 минут. А полный цикл зарядки занял 2 часа 18 минут, и все это с включенной функцией быстрой зарядки. За час игры в PUBG улетает 12% при максимальных доступных настройках графики и максимальной яркости. Можно играть прямо под самой не балуйся, хоть 8 часов. Играть можно, но телефон тротлит. Но на Samsung даже чуть более комфортно убивать время, чем на Redmi 9A. На нем вообще все тормознуто получается. Но если говорить об обыденном использовании, то Galaxy A12 значительно уступает Redmi 9A, так как начиная с использования телефона из коробки, Samsung сильно расстраивает своими лагами. Очень заторможенно подгружает приложение и даже долго думает при регулировке громкости. Теперь к тестам. Тротлинг-тест прошел не совсем хорошо. Минимально 76 гипсов, максимально 136 и 105 гипсов в среднем на 100 головках при 30 минутах. В бенчмарке в сингл-коре 182, в мультикоре 1079. В 3D-марке показал Wildlife 424, Wildlife Extreme 118, Wildlife Stress Test 428, Wildlife Extreme Stress Test 118, Slingshot Extreme 840 и Slingshot 1259. Очень непривычно, правда, такие цифры видеть после флагманов, но вот так. Главное, работает. Вантуту выдал результат в 113 тысяч попугаев. Storage-тест показал 6411. На холодную стресс-тест прошел вот с таким непривычным графиком, который вы видите на экране. Расстраиваться или нет, решать вам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 модулей на 48, 5, 2 и 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Фронтальная камера на 8 мегапикселей расположена по центру верхней части экрана, и максимальное разрешение для записи видео составляет у нее 1080p 30 fps. Примеры вы сейчас увидите. Вечер, Мурина, 12 часов ночи. Да, сегодня рановато я иду домой. Сейчас вы видите съемку с Samsung A12 Full HD, 30 fps максимум, и в принципе я бы сказал, что на экране это все выглядит не так ужасно, как я предполагал. Притом оптическая стабилизация, разумеется, отсутствует, но вот цифровая ощущается, несмотря на то, что я снимаю с двух рук, и, разумеется, все довольно прилично дергается. Если останавливаешься, даже для вечерней съемки, учитывая, что я эту штуку купил за благополучные и великолепные 7000 рублей, она меня радует, прямо радует. Однозначно. То есть 7000 рублей однозначно он стоит. И несмотря на то, что он какими-то местами довольно часто подлагивает, по съемке здесь и пауза есть, и количество минут указано максимальное 37 минут 41 секунда. Вот настолько его хватит, если снимать нон-стопом. В целом пока молодец. Сейчас проверим сразу фокус. Автофокус даже вечером пытается работать. Ну, конечно, слово «пытается» основное. Если давать объект, в принципе, стопроцентный, то даже автофокус работает хорошо. Samsung A12 Full HD 30 fps, фронтальная камера и съемка сейчас с одной руки. Разумеется, все дергается, разумеется, большинство людей раздражают в принципе примеры, особенно тех, кто покупает телефоны, потом бьют себя в грудь и говорят, что они суперски работают. Я вас сразу успокою, что даже смарты за 30 тысяч рублей, 50 тысяч рублей в этих условиях обстановки особо хорошо себя не показывают. Есть те, которые показывают себя не очень плохо, но большинство просто плохо.
Это камень в сторону некоторых OnePlus, которые сенсоры не меняют. Ну, вы поняли. Ну, там оболочка вывозит, а здесь я сейчас попытаюсь с двух рук поснимать. И даже остановлюсь для того, чтобы вы видели, что здесь нет роллинг-шаттера. Прямо удивительно. Xiaomi, запишите, что в смарте за 7000 рублей у Samsung нет роллинг-шаттера. А у вас он есть в некоторых смартфонах, которые значительно дороже стоят. В целом пиксели, одни сплошные пиксели даже на телефоне, шум. Но я хочу сказать, что на основную камеру в тех же условиях сегодня у Samsung S21 снимал. И шум не меньший был, вот вообще ничуть не меньший. Ну ладно, чуть-чуть меньше, но все равно все было более чем печально. А разница в стоимости телефонов в 7 раз. Вот так. Так что в целом, несмотря ни на что и вопреки всему, мне его камеры за стоимость $100 нравятся прямо очень сильно. Поэтому решать всегда вам. Если увеличивать, должно быть солнечное пятно, которое отражается стекол здания. В целом снимает неплохо, если остановиться, допустим, все видно. С двух рук снимать удобно. Ожидать от него чего-то сверхъестественного не стоит. Мне кажется, я даже микрофоны закрыл, но не все. В целом норм. Много фронталки при стабилизации с двух рук. Стабилизация с двух рук. Проще говоря, я снимаю сейчас с двух рук, а не с одной. Если я остановлюсь, он будет снимать более чем потребно. Вот что происходит, когда в топовые флагманы других брендов запихивают дешевейшие фронталки. В итоге телефоны за 7000 снимают не хуже, если какими-то моментами не лучше. Печально, но факт. Минусы: нет экопорта, нет защиты от пыли и брызг, что неудивительно за эти деньги. Салазки не прорезинены, что тоже неудивительно. Плохо работает автояркость, долгая зарядка, Dolby Atmos залоченный. Разумеется, нет стерео и нереальные глюки при использовании в принципе. То есть он реально тормозит даже просто в оболочке. Не нужно никуда заходить для этого, чтобы это увидеть. Цена по ссылке в описании к видео, не буду ее даже оглашать, посмотрите сами. На Али очень часто он стоит дешевле 10 тысяч, как у меня и получилось купить. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Там есть поинтереснее девайсы за более выгодный прайс. Плюс не забываем, что 6 числа снова распродажа. Опять я смогу закупиться телефонами, чтобы вам о них рассказывать. И вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Резюмирую. Да, у Redmi 9A всего одна основная камера, и заряжается он слегка дольше. Но все его подвисания свойственны установленному железу. Galaxy A12 же, к сожалению, не станет моим фаворитом среди бюджетников из-за полного отсутствия комфорта во время использования девайса. Даже элементарно пролистать меню и перейти в браузер для поиска занимает относительно много времени, и наглядно видно, что телефон не успевает выполнить свои функции, и его приходится ждать. Если играть, наверное, может быть, как-нибудь я бы выбрал Samsung. Для обычной жизни понятно, что ненадолго, потому что такие супербюджетники долго не живут, пока Redmi 9A. Но ждите мой топ-10 смартфонов до 10 тысяч. Я думаю, вы не сильно удивитесь, если разбираетесь в смартах. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, приходите на прожарки смартфонов на лайв-канале Пользанет Лайв. Там мы смарты мучаем, дорогие и хорошие. И надеемся, что они умрут. Они, конечно, не умирают, но очень плохо себя показывают обычно. Даже iPhone 13 Pro до 50 градусов у нас разогревался. Так что яблочникам лучше не заходить. Спасибо за просмотр. Девайсу, несмотря ни на что и вопреки всему, дал. Если вам нужна брендовая дешевая звонилка. Добра и удачи вам, дорогие друзья.